Всем привет! Сегодня я хочу показать вам, как я плету вот такой узор. Это узор очень простой и очень интересный. Очень хорошо можно использовать его в качестве ручек для наших корзинок. Итак, как я это делаю? Смотрите, здесь все очень просто. Работаем мы всегда одной трубочкой. Начало я не стала показывать, поскольку тут все одно и то же. То есть здесь трубочку ставила и пошла в плетение. Как плетем? Заводим за 2 трубочку. Трубочку я сплющиваю, раздвигаю, завожу между. Все это уже на этом этапе, вот эти вот части я подтягиваю, чтобы у меня остался только этот хвостик. И завожу вот таким образом. Здесь подтянула и пошла на другую сторону. Опять завела за 2. Здесь разъединила, кончик вставила таким образом. Все это подтянула. Подтягиваю все с разворотом, потому что если вы дернете вместе, у вас здесь ничего не выйдет. Дальше идем опять. И все то же самое. Все продолжаем так же. Я подтягиваю, придерживаю хвостик. Вставляю сюда. И вывожу крестиком. В эту сторону. И вот такая красота получается. Как заканчиваю? Заводим за 1, переворачиваю и просовываю под виток. Соответственно, если это наши трубочки для ручки, я могу это вставить и в ручку. То есть я вот здесь обматываю, а потом пришиваю вместе с ручкой. Вот такая вот красотень у нас получилась. Я хочу предложить вам второй вариант ручки для наших изделий. Данный узор можно делать не на 4 стойках, можно делать на 6. Распечатываю себе вот такие эскизы и смотрю, чтобы у меня могло из этого выйти. Так, как мы с вами плетем? Берем любой конец, я беру с этой стороны, завожу за 1 стойку, выставляю с другой стороны. Беру следующий конец, завожу за 1 стойку, обволакиваю и вывожу под 3. Дальше у меня есть вот такой один виток. Вот мы его сейчас прошли. Что мы сейчас делаем? Я беру шило и помогаю себе шилом. Можно не обязательно это делать. Делаю себе отверстие между нашими витками и просовываю в них свои кончики. Один кончик. Отвела, помогла. Не сплющила. Взяла себе шило и вытаскиваю. Вытащила. Все это хорошенько подтянула. Что сзади подтянула, что спереди. Вот такой виток получился.
Дальше наши витки с задней стороны. Я их разъединяю. Обволакиваю одну стойку с одной стороны, да, с той стороны, где у меня торчал рожок. Подсовываю под 3. Беру следующий наш рожок незадействованный. Завожу его под одну стойку, над одной стойкой, под 3 стойками. Вот они у меня вышли. Опять рожки в разные стороны. Здесь я взяла один стойчок, здесь я взяла один стойчок. Здесь прямо вот дырочка эта просится. Прям вот очень туда просится мои виточки. Один. И второй. Все как надо. И так далее. Чтобы закончить это плетение, я кончики могу вывести вот сюда, в разные стороны. Один сюда, один сюда. И закончу это плетение. Что еще хотела сказать? Еще хотела сказать вам, что если данный вид плетения мы будем делать не вот как я здесь хотела вам показать, но кончики закончились. То есть, если смотрите, если мы делали с вами, да, под задний виток, да, под один задний виток, то есть вот они наши перекрестия, да, и мы под него делали. Если мы будем делать не под этот виток, а вот сюда, да, под предыдущий виток, то у нас тогда все наши стрелочки, да, приведут другой формы. Они именно будут как в углублении идти. То есть вот они с задней стороны, да, вот видите, я вот здесь попробовала уже сделать. Вот, то есть не под первый, а под второй. Вот хвостики мои торчат, я их уже обрезала просто. То есть не под первый, а под второй. И тогда они будут смотреться по-другому. Тоже достаточно интересно. Так как смотрятся они сзади, мне они тоже очень нравятся. То есть, как бы по мне, такое тоже место может быть, как сделать узор для наших ручек в таком варианте. То есть, да, тоже очень интересно. Ну и, соответственно, если это будет все в одном цвете, это будет более гармонично, более симпатично смотреться. Я просто это решила показать на цветных, поскольку это более контрастно все видно. И думаю, тогда вам будет понятней. Для закрепления я вам покажу еще разочек. Также я хочу вам сказать, что трубочки эти окрашены были сафорой. Ссылочку с описанием, как я окрашивала эти трубочки морилкой сафора, я оставлю вам подсказочкой. Как я обрабатывала эти трубочки, тоже подсказочка будет. Поэтому заходите, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео. Сейчас будет много интересного. Будем делать всякие разные красивые узоры в плетениях. Также буду находить интересные для вас ручки, которые можно придумать. Я честно надеюсь, что никто до меня не нашел такую. Если где-то и есть, я прошу прощения, что не назвала этого мастера, потому что на самом деле я вам показала распечатку, да, я это нахожу именно на просторах интернета, нигде не по мастерам еще. Хочется принести вам что-то интересное показать. Вот. Ну, вот таким образом мы с вами доплетаем нашу косичку. Я надеюсь, вам она очень понравилась. Ставьте лайки. Спасибо за то, что меня смотрите. Всего доброго.